Никита брел по ночному городу, сильно шатаясь после принятия доброй порции спиртного. И куда забрел? Его это не интересовало. Город родной, и ноги сами к дому приведут. Он был занят более важным делом, философствовал вслух. Почему? Почему у меня такая жизнь? В 27 у друзей дети в школу пошли, а я один, никому не нужен. Грубый. Да не грубый я. Хотя грубый. Ну, таким мужик и должен быть. Никита улыбнулся. Единственное, что мне в жизни удалось, так это бизнес. До миллионера, конечно, далеко, но на красивую жизнь хватает. Вдруг остановился, схватился за голову. И из глаз полились слезы. Столько денег отдал тому доктору, а в результате ничем помочь не могу. Вот вам адрес одного московского светила. Но, думаю, и он вам не сможет помочь. А я вот возьму и завтра же поеду к нему, думал Никита. Подошел к мосту. Посмотрел на темную гладь реки. Утопиться, что ли? И как? Глубокая? Посмотрел еще раз на реку. В ней топиться не буду. Холодно. Пойду домой. Он двинулся по мосту и тут увидел на середине моста женщину. Очень молодую, а на груди рюкзак с маленьким ребенком. Та стояла и смотрела на воду. И вдруг полезла на перила моста. Стала на верхнюю перекладину, расставила руки и... Никита бросился к ним. Успел схватить, прижал к себе, и они вместе упали на пыльную мостовую. Ребенок заплакал. «Ты что, рехнулась?» — закричал Никита. Мгновенно протрезвел. «Что тебе надо? Зачем ты лезешь, куда тебя не спрашивают?» И заплакала. «Да мне почему-то показалось, что тебе рано умирать», — кивнул он на плачущего ребенка. «А ему и тем более. Все, вставай и вали домой к мужу. Или к маме. Кто там у тебя?» «Нет у меня ни дома, ни мужа, ни мамы. Никого у меня нет». «Вот еще!» — навязалась на мою голову. Поставил ее на ноги вместе с ребенком. «Пошли. Никуда я с тобой не пойду. Вдруг ты маньяк. Топиться, значит, это в любое время, пожалуйста. А с маньяком это страшно. Да пошли уже». Они пошли по ночному городу под плач ребенка. Наконец Никита не выдержал. «Почему он у тебя все время ревет?» «Есть хочет». Женщина прижала ребенка к груди. «Тогда дай ему молока». «Нет у меня молока. И денег нет. И мозгов тоже». Мужчина оглянулся. «Вон магазин продуктовый ночной. Пошли, купим ему молока». Кассир и охранник подозрительно оглядели ночных покупателей. Но Никита решительно взял корзину и махнул рукой спутнице. «Пошли!» — повернулся к кассиру. «Где у вас молоко?» «Там», — указал пальцем. Подошли к витрине. «Бери, какое надо», — приказал Никита. Женщина взяла один пакетик. «Бери больше. Сколько надо, столько и бери». Подождал, пока она сложит пакеты в корзину. «Что еще надо?» «Памперсы». «Памперсы это что? Вон лежат? Бери». «А влажные салфетки можно?» «Да, можно». Подошли к кассе. Никита сунул карточку. «Мы только наличные принимаем», — объявил кассир. Достал пачку купюр. «Сдачи нет», — последовало в ответ. «На сдачу шоколадку дайте». Никита раздраженно ткнул пальцем. «Вон ту». Зашли в квартиру. Женщина оглянулась, удивленно покачала головой. А хозяин, сняв ботинки, прошел на кухню. Из холодильника достал рыбину и бросил подбежавшему коту. Затем достал сок и стал жадно пить. Напившись, сказал: «Ночевать будешь вон в той комнате». Затем стал указывать пальцем: «Кухня, туалет, ванна». А я пошел спать и направился в другую комнату. Остановился, повернулся. «Тебя-то как зовут?» «Оксана». «Меня Никита». Похоже, не маньяк. Женщина зашла с ребенком на кухню.
включила газовую плиту и поставила чайник. Ох, дура, чуть не утопилась, если бы не этот ненормальный. И что бы мы с Русланом делали ночью на улице? Замерзли бы. Завтра все равно выгонит. Ладно, сегодня хоть в тепле побудем. Закипел чайник. Женщина достала из кармана рюкзака пузырек, вымыла, налила молока, разбавила кипятком. Малютка все жадно выпил, протерла его влажной салфеткой, одела памперс. Ребенок уснул. Сходила в туалет, помылась, вновь зашла на кухню. И тут вспомнила, что давно не ела. Открыла холодильник, рука сама схватила кусок копченой колбасы и затолкала в рот. Пока пережевывала, отрезала кусок булки, колбасы, сыра. Когда голод утих, поняла, что поступила не слишком прилично. Махнула рукой, легла на кровать рядом с сыном и сразу же заснула. Ночью пару раз вставала, кормила сына. Ему годик, постоянно хочет есть. Слышала, как ночью вставал хозяин. И сейчас встал. Пора. Осторожно встала, чтобы не разбудить сына. Хорошее не может продолжаться вечно. Никита что-то делал у плиты. Оксана быстро помылась и зашла на кухню. «Садись», — показал он на стол. «Сейчас я яичницу приготовлю». «Лучше ты садись», — оттолкнула его от плиты. Достала свежий укроп, мелко нарезала и посыпала яичницу. Внимательно посмотрела на стаканы, хорошенько вымыла, приготовила кофе. Он все время звонил по телефону. Кому-то что-то приказывал, с кем-то ругался. Оксане казалось, этот мужчина совсем не замечал ее. Поел, выпил кофе и встал. Женщина напряглась и застыла в ожидании. «Все, сейчас выгонит. Оксана, слушай внимательно. Я сейчас уеду на недельку в Москву. Самое главное – корми кота. Его зовут Сократ. Не вздумай кормить его каким-нибудь вискасом. Он ест свежую рыбу и свежее мясо. В мой кабинет не заходить, а в остальных комнатах делай, что хочешь». Тут из спальни раздался плач. Оксана вскочила со стула, вопросительно посмотрела на мужчину. «Иди», – кивнул он. Минут через 5 она вернулась с ребенком на руках. На столе лежала пачка купюр. «Думаю, на неделю себе хватит», – кивнул он. «На деньги. Я пошел». Он сделал шаг к двери. Вдруг малыш протянул к нему свои ручки и произнес что-то похожее на «папа». Скорее, Никите это показалось, но почему-то так защемило сердце. Ведь папой-то он никогда не будет. «Оксана, можно я возьму его на руки?» произнес неожиданно даже для себя. «Возьми», подала она ему ребенка, и тут же на ее лице мелькнула улыбка. «Ты никогда детей на руках не держал?» «Нет, вот так надо». Ребенок издавал какие-то звуки радости и весело махал ручонками. Никита зачарованно смотрел на это чудо. «У меня никогда не будет сына». Его лицо стало хмурым, и он отдал ребенка матери и ушел. Когда он возвращался домой, то вспоминал, как этот московский светило сказал, что у него не будет детей. Настроение отвратительное. Зачем мне столько денег? 4-комнатная квартира, крузак. Мужчина должен зарабатывать деньги для семьи. В квартире у меня постоянно грязь, бардак. В крузаке 7 мест. С хмурым лицом зашел в свою квартиру. Кругом идеальная чистота. На лице женщины улыбка. Перед глазами мелькнули детские ручонки. «Папа!» Сумка с вещами упала на пол, а руки сами потянулись к малышу.